Всем добрый день, друзья! Я очень рада приветствовать вас на своем канале «Вяжите вместе со мной». Меня зовут Лариса, и я сегодня хочу предложить вам связать вместе со мной вот такую вот нарядную шапочку. Шапочка вяжется резинкой 2 на 2. Здесь мы с вами выполним вот такой интересный украшающий элемент в виде косичек. И затем будем продолжать вязать дальше резинкой 2 на 2 и закрываем с вами шапочку вот таким образом. Такая вот у нас будет с вами макушка. Вязать я шапочку буду вот из такой пряжи. Это пряжа Alize Lana Gold. Состав ее 51% акрила и 49% шерсти. Вязать я буду на спицах 4 миллиметра. Вот такие вот у меня спицы специально для шапочки. Еще нам пригодится спица, когда мы будем вывязывать косы. Нам нужно будет переснимать петельки. У меня для этого вот такая спица есть. Вы можете взять любую спицу такого же размера, каким вы будете вязать шапочку, то есть 4 миллиметра. И еще нам потребуется с вами один маркер, чтобы отметить начало ряда. Ну что, приступаем вязать. Берем с вами пряжу, отматываем ниточку и набираем на спицы 113 петель. Я буду вязать шапочку размером 55 сантиметров, на обхват головы 55 сантиметров. Я сделала образец, и мне достаточно будет набрать 113 петель. Одна петля у нас 113 будет для замыкания нашего вязания в круг. Итак, набирать я буду таким образом на одну спицу, потому что спицы толстые. И набираем с вами 113 петель. 2, 3, 4, 5, 6. Итак, я набрала 113 петель. Теперь нам нужно с вами все петельки вот так вот ровненько расположить, чтобы они у нас нигде не перекрутились. И замыкаем наше вязание в круг. Делаем это таким образом. С левой спицы снимаем первую петельку, перекидываем ее на правую. И затем вторую петельку, которая у нас находится на правой спице, мы через нее поддеваем и через нее продеваем снятую петлю. И эту петлю снимаем. Теперь эти ниточки нам нужно подтянуть, чтобы у нас здесь с вами не было отверстия. И теперь ставим маркер. Здесь у нас с вами будет начало ряда. И начинаем теперь вязать рисунок, распределять петли. Вязать мы с вами шапочку начнем с резинки 2 на 2. То есть 2 петельки будут сначала лицевые. 1, 2. Затем 2 изнаночных. 1, 2. Следующие 2 петли лицевые. 1, 2. Затем изнаночные 2. 1, 2. И таким образом вяжете резинку, 2 петли изнаночные, 2 лицевые. Вот я провязала резинкой 12 рядов. Теперь мы с вами приступим вывязывать косы. Прежде чем мы с вами приступим вывязывать наш узор, мы сделаем с вами вот что. Вот здесь у нас до маркера осталось 2 изнаночных петельки. Мы их провязываем изнаночными. Затем снимаем маркер и одну петельку изнаночную возвращаем на правую, вернее, возвращаем на левую спицу.
маркер ставим на правую спицу. И теперь уже приступаем вязать. Значит, у нас с вами первая петелька изнаночная провязана. Мы ее теперь просто снимаем. Теперь берем дополнительную спицу. Далее у нас идут 2 лицевые петельки. Мы эти 2 лицевые петельки переснимаем на спицу дополнительно, оставляем ее перед работой, эту спицу. Затем провязываем одну изнаночную петлю. Со вспомогательной спицы теперь назад возвращаем эти 2 лицевые петельки на левую спицу и затем провязываем их лицевыми. Вот здесь вот смотрите, когда вы будете переснимать петельки на дополнительную спицу и затем возвращать, обратите внимание, чтобы у вас здесь не было никакой перекрутки этих петель. Затем у нас с вами идет изнаночная петелька. Мы ее снимаем на дополнительную спицу, но теперь ее оставляем за работой. Вставляем ее за работой и провязываем 2 лицевые петельки сначала. Раз, два. Затем возвращаем снятую изнаночную петлю на левую спицу и провязываем ее изнаночной петелькой. Затем у нас с вами идет 2 изнаночные петельки. Провязываем 2 изнаночные и начинаем опять заново. 2 лицевые снимаем на вспомогательную спицу, оставляем перед работой, провязываем одну изнаночную, затем возвращаем петельки со снятой дополнительной спицы на левую спицу, провязываем их затем лицевыми. Здесь у нас с вами между лицевыми 1 изнаночная. Теперь мы ее снимаем на дополнительную спицу, оставляем за работой, провязываем сначала 2 лицевые, затем возвращаем изнаночную петельку на левую спицу, провязываем ее изнаночной, и далее у нас идут 2 изнаночные, их тоже провязываем изнаночными. И вот таким образом вяжете первый ряд нашего узора, доходите до маркера. И заканчиваем мы наш первый ряд изнаночными петлями. Вот мы 2 петли у нас лицевые, мы их снимали перед работой, затем провязали лицевыми, затем у нас осталось 1, 2, 2 изнаночных, затем маркер, и потом идет снова изнаночная. Теперь следующий ряд узора мы с вами вяжем по рисунку. Перекидываем маркер и смотрим, какие петли у нас здесь есть, так и вяжем. Значит, изнаночная, далее у нас опять идет изнаночная, затем 2 лицевые, потом еще 2 лицевые, 3, 4, затем у нас идут с вами 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, затем 4 лицевых, 1, 2, 3, 4. И вот таким образом вяжете до конца ряда, до маркера. То есть у вас будет 4 изнаночных, 4 лицевые, 4 изнаночные, 4 лицевые. В конце ряда у вас 2 изнаночных,
Затем перекидываем маркер и начинаем теперь следующий ряд. В следующем ряду мы с вами приступим уже вывязывать элемент косы. После маркера провязываем 2 изнаночных. Далее у нас с вами идут 4 лицевые петельки. Берем с вами дополнительную спицу, переснимаем 2 лицевые петли на дополнительную спицу, оставляем за работой, провязываем следующие 2 лицевые петли, затем возвращаем снятые петли на левую спицу и провязываем их лицевыми петельками. Вот первый элемент косы мы с вами сделали. Дальше у нас идут 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. Подошли мы с вами к лицевым петелькам. Берем вспомогательную спицу, снимаем на нее первые 2 петельки лицевых, оставляем их за работой. Провязываем следующие лицевые петельки, 3-ю и 4-ю. Затем возвращаем снятые лицевые петли на левую спицу. И провязываем их лицевыми петельками. Вот второй элемент косы мы с вами сделали. И таким образом продолжаете вязать до конца ряда. То есть изнаночные провязываете изнаночными, там, где у нас лицевые, выполняете элемент косы. Заканчиваем мы ряд 2 изнаночными петельками. Перекидываем маркер. И теперь следующие 5 рядов мы вяжем по рисунку. То есть, как у нас петельки лежат, как на нас смотрят, так мы с вами их и вяжем. Значит, после маркера у нас будет 2 изнаночные, затем 4 лицевые петельки, далее 4 изнаночные, 3, 4, затем 4 лицевые, далее изнаночные 4 и так далее. И таким образом провязываете 5 рядов рисунка, так как они у нас смотрят петельки, так мы с вами и вяжем. Итак, я заканчиваю вязать 5-й ряд по рисунку. Значит, последний у меня здесь изнаночная, перекидываю маркер. И теперь вот посмотрите, что у меня получилось. Следующий ряд мы с вами будем заканчивать формировать нашу косу, то есть делать еще один перехват. Значит, сняли маркер, провязали 2 изнаночные, затем берем дополнительную спицу, снимаем первые 2 петли на вспомогательную спицу, оставляем ее за работой. Следующие петли, 3-ю и 4-ю, провязываем лицевыми петельками. Затем возвращаем снятые петельки на левую спицу, провязываем их лицевыми. Далее у нас идут с вами 4 изнаночные петельки. Дошли до лицевых. Берем вспомогательную спицу. Первые 2 петельки снимаем на вспомогательную, оставляем их за работой. Затем провязываем 3-ю, 4-ю лицевыми. Возвращаем снятые петельки на левую спицу.
и провязываем их лицевыми петельками. И вот таким образом мы с вами вяжем до конца этот ряд, формируем второй элемент косы. Вот что у нас с вами должно получиться. Затем, после этого, как вы закончите этот ряд, следующий ряд вяжете по рисунку. Как у нас идут петельки, 4 лицевые и 4 изнаночные, так вы еще один рядочек затем провяжете. Итак, я заканчиваю вязать ряд. Вот что у меня получается. Теперь уже коса окончательно сформирована. Следующий ряд мы с вами будем вязать таким образом. Будем делать перекрещивание петель, чтобы вернуться нам к исходному состоянию. То есть, чтобы у нас было вот так с вами резиночка: 2 изнаночных, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Делаем это таким образом. Значит, я вот дохожу до маркера, маркер перекидываю. После маркера у меня 2 изнаночные петельки. Первую петлю я провязываю изнаночной, затем изнаночную петельку снимаю на вспомогательную спицу, оставляю ее за работой, затем провязываю 2 лицевые, снятую изнаночную петельку возвращаю на левую спицу, провязываю ее изнаночной петелькой, так как она изнаночная была. Далее у меня идут 2 лицевые. Я снимаю их опять на вспомогательную спицу. Теперь оставляю перед работой. Следующую изнаночную провязываю изнаночной. Затем возвращаю лицевые петельки на левую спицу и провязываю их лицевыми петельками. Вот таким образом у меня с вами получилось между лицевыми петельками 2 изнаночные. Далее у нас идут 3 изнаночные петельки. Провязываем 2 изнаночных. Следующую изнаночную снимаем на вспомогательную спицу, оставляем ее за работой, провязываем 2 лицевые, изнаночную петельку затем возвращаем на левую спицу, провязываем ее изнаночной петелькой. Следующие 2 лицевые снимаем на вспомогательную спицу, перед работой теперь они у нас. Следующую изнаночную провязываем изнаночной петелькой. Возвращаем теперь 2 лицевые на левую спицу. Здесь не забывайте посмотреть, чтобы у вас петельки не перекрутились. Затем провязываем 2 лицевые. И вот у нас получилось опять между лицевыми 2 изнаночные петельки. Следующие 2 изнаночные провязываем изнаночной. Изнаночную снимаем на вспомогательную спицу. Оставляем за работой. 2 лицевые провязываем лицевой. Возвращаем изнаночную петельку на левую спицу, провязываем ее изнаночной. Затем снимаем 2 лицевые перед работой, провязываем 1 изнаночную петельку, возвращаем лицевые петли на левую спицу и провязываем их лицевыми. И вот таким образом вяжете до конца ряда, перекрещивая петельки. Мы таким образом с вами вернемся к нашей резинке 2 на 2. Итак, провязываете до конца ряда. Итак, после того, как вы сделаете перекрещивание, дойдете до конца ряда, продолжаете вязать высоту шапки резинкой 2 на 2. То есть у нас теперь будет 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и 2 изнаночные.
Так, я провязала высоту шапочки. Вся у меня шапочка получается 25 сантиметров. Значит, вы смотрите, если вы хотите шапочку пониже, значит, вяжете меньше сантиметров. Если повыше, еще хотите, чтобы она у вас торчала типа тыковкой, то можете еще провязать 1-2 сантиметра. Я делаю среднюю высоту шапочки. Кроме того, я перешла в последнем ряду вот с этих вот спиц, которыми я вязала всю шапочку, на другие спицы с мягкой леской, чтобы мне было удобнее убавлять. А размер спиц у меня такой же, 4 миллиметра. Так, вот написано у меня здесь 4 миллиметра. Итак, приступаем теперь к убавлению. Убавлять мы с вами будем только изнаночные петли. Вот, провязали 2 лицевые, теперь у нас идут 2 изнаночные, мы их с вами вяжем 2 вместе. Затем у нас идут 2 лицевые петельки. Далее 2 изнаночные мы провязываем 2 вместе. Следующие 2 петельки лицевые. Далее опять 2 изнаночные провязываем 2 вместе. И таким образом провязываете до конца ряда, до маркера. Затем следующие 2 ряда вяжем по рисунку без убавления. То есть лицевые петли вяжем лицевыми, изнаночные петли вяжем изнаночные. Теперь приступаем делать следующий ряд убавок. Я вот довязала до маркера, маркер перекинула. Теперь будем убавлять с вами лицевые петли, провязывать 2 вместе лицевые петли. Так как у меня лицевые петли вяжутся вот таким образом, я их сначала снимаю, затем переворачиваю, чтобы мне было удобнее делать убавки. И провязываю 2 вместе лицевые. Вот так у нас получается. Далее у нас идет изнаночная. Следующие 2 петельки я переснимаю, разворачиваю и провязываю 2 вместе лицевой. Далее изнаночная. Следующие 2 петельки снимаю, разворачиваю и провязываю 2 вместе лицевой. И вот так вот у нас с вами будет получаться. Провязываете теперь до конца ряда. Затем до маркера провязываете, затем еще разочек провязываем 2 ряда по рисунку, то есть у нас будет лицевая, изнаночная. И теперь делаем последний ряд убавок. Делаем таким образом, будем провязывать по 2 петли вместе, независимо от того, лицевые это петли или изнаночные. Провязываем таким образом, лицевую петельку снимаем, разворачиваем. И затем провязываем ее вместе со следующей изнаночной петлей, провязываем ее лицевой петелькой. Опять следующую петельку снимаем лицевую, разворачиваем и провязываем 2 вместе с изнаночной лицевой петелькой. И вот таким образом заканчиваете убавление до конца ряда, провязываете по 2 петельки вместе. Затем, когда дойдете до маркера, все петельки переснимите на иголочку и затянете. И вот такая шапочка у нас с вами получилась. Теплая, нарядная. Осталось нам с вами ее только постирать, и можно будет носить. Друзья, если вам понравился мой мастер-класс, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. Я всегда рада, когда вы мне пишете. Вяжите по моим мастер-классам, вяжите вместе со мной. До новых встреч!